Всем привет! Я хочу рассказать о том, как отрегулировать клапана на Kawasaki ZZR 1100. Что для этого сначала надо сделать? Сначала надо снять сиденье, снять топливный бак, желательно отсоединить аккумулятор. Затем необходимо приступить к разборке верхней части. Двигатель. Для этого надо снять воздушный фильтр Airbox. После того, как сняли Airbox, надо снять карбюраторы. Для того, чтобы снять карбюраторы, сначала необходимо открутить вот эти хомуты. Здесь надо использовать длинную отвертку, чтобы подлезть. После того, как открутили эти хомуты, надо снять тросики, тросик газа, вернее два тросика газа, прямой и возвратный, отсоединить тросик подсоса. Вот они все, эти три тросика. Также параллельно отсоединяем все то, что нам не нужно, все трубки, все, что будет нам мешать снять карбюраторы, все отсоединяем. После того, как это все отсоединили, можно приступать к съему карбюратора. Для того, чтобы удобно снять карбюраторы, можно использовать деревянный стержень, который вставить между рельсой, на которой установлены карбюраторы, и рамой, и отжать карбюраторы вперед и вверх. Так они у вас сойдут очень легко. После того, как что-то снимаете, что-то откручиваете, очень рекомендую сразу же затыкать все возможные отверстия. Не только чтобы не попала пыль, а самое главное, чтобы не попали никакие предметы, болты, гайки, шайбы и прочее в двигатель. Если это случится, у вас будут большие неприятности. Если вы это заметите, вам придется многое разбирать. А если не заметите, может вообще выйти двигатель из строя. Так, после того, как все это сняли, следующий этап – это снятие катушек зажигания со свечными проводами. После того, как вы их сняли, можно приступать к снятию клапана. Он прикручивается 4 винтами вот здесь. Не забудьте снять пыльник, который стоит между головкой и радиатором. Он будет вам мешать снять крышку головки. После того, как все это сняли, можно откручивать крышку. Она крепится 6 винтами. Снимаете крышку и получаете доступ к механизму газораспределения. Когда вы сняли крышку, надо поставить поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку. Как это сделать? Самый простой способ – это поставить мотоцикл на 6-ю передачу и рукой вращать заднее колесо. После того, как вы поставили поршень 4-го цилиндра в верхнюю мертвую точку, вы можете проверять зазоры впускных клапанов 4-го цилиндра, выпускных клапанов 4-го цилиндра, выпускных клапанов 3-го цилиндра и впускных клапанов 2-го цилиндра. После того, как вы это сделаете, надо поставить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку. Тогда вы сможете проверить зазоры впускных клапанов 1-го цилиндра, выпускных клапанов 1-го цилиндра, выпускных клапанов 2-го цилиндра и впускных клапанов 3-го цилиндра. Для проверки зазоров используются щупы. Чем их больше, тем лучше, но вот это минимальный набор, который я использовал, 0,05, 0,10, 0,20, 0,15. Для проверки зазора вставляем щуп между регулировочной шайбой и толкателем клапана. В процессе замера рисуем вот такую таблицу
и записываем в нее те зазоры, которые мы намерили для выпускных клапанов, для впускных клапанов. После того, как мы замерили зазор, нам нужно извлечь шайбу для того, чтобы замерить ее толщину. Как это сделать? Берем длинную отвертку и двигаем толкатель в сторону, пока он не зацепится за распредвал. Таким образом мы получили доступ к шайбе. Вот оно. Результаты замеров толщин шайб записываем в следующую таблицу. Промеряем толщину каждой шайбы на клапане, где нам необходимо регулировать зазор. После того, как мы получили данные по существующим зазорам, по шайбам, мы можем определить толщину шайб, которые нам необходимо заменить. Для этого рисуем следующую таблицу. Исходя из тех данных, что мы получили, сверяясь с мануалом, мы можем получить толщину шайб, которые нам необходимо приобрести. Есть три варианта приобретения этих шайб. Первый вариант — это купить оригинал, который стоит довольно дорого, и его надо часто заказывать и ждать. Второй вариант — это где-то заказать, чтобы вам эти шайбы выточили. И третий вариант, это вариант, которым воспользовался я, заказать эти шайбы в Китае. Ссылку на магазин, где я заказывал, вы увидите под этим видео.